Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня по-быстрому, так по-быстрому. Дело в том, что я вчера была на рынке и купила такой острый зеленый перчик. Значит, в Израиле это называется схук. Я не знаю, как это будет называться по-русски, никогда не делала. Может быть, какая-то разновидность аджики, спреда или еще чего-то. Значит, это такая острая паста для любителей чего-то попикантней. Значит, что для этого нужно? Продуктов, конечно же, минимум. Значит, нам нужен острый перчик. Я его разберу, и так как я небольшой любитель вот остро-остро, вот эти вот зерна, которые есть внутри, я уберу. Если кто-то любит так поострей, то можете не убирать и готовить вместе с ними. То есть без фанатизма, но все-таки все эти лишние зернышки я убираю и сразу складываю перец в комбайн, в котором буду это все перемалывать. Кстати, после того, как вы разрежете перец, подготовите, вытащите семена, не забудьте хорошо с мылом несколько раз помыть руки. У меня, слава богу, была грязная посуда в раковине. Чем не повод ее помыть, потому что не дай вам, боже, дотронуться этими руками до глаз, рта, еще чего-то. Ну, либо делайте это в перчатках. Перец загружен в миксер у меня, в блендер. Я должна его перебить в пасту. Когда его немного, то приходится периодически лопаткой помогать, то, что размазалось по стенкам и не перемололось, вернуть под ножи. Занимает это меньше минуты. Вот я перебила практически до состояния пюре. Перец, у меня здесь штук 10, наверное, перчиков было. И выкладываю его в дуршлаг, потому что я хочу слить лишнюю жидкость. Тот сок, который есть в перце, я хочу от него избавиться. Опять же, я люблю такой более пикантный, а не просто острый вкус, поэтому делаю это именно так. Если вы любите такую остроту, а в этом соке очень много остроты, то, конечно, этот этап можно вам пропустить. Но на вкус и цвет, что называется, попробуйте и так, и так. И немного я отожму, чтобы, вот видите, сок уже уходил. Вот посмотрите, сколько здесь сока, от которого я избавилась. Что-то потихоньку у меня еще отсюда выйдет, не будем спешить. Отставлю эту мисочку в сторону и займусь кинзой и чесноком. Значит, на эти 10 перчиков я возьму примерно 4-5 зубчиков чеснока. У меня сегодня чеснок свежий, у нас уже появился в продаже такой хороший, классный молодой чеснок. Не буду его жалеть, возьму 5 зубчиков таких хорошего размера. Здесь нет правил. Кто-то больше, кто-то меньше. В принципе, много вариантов вообще приготовления этого схуга. Кто-то добавляет масло, кто-то не добавляет масло. Каждый экспериментирует сам по себе, но принцип везде один и тот же. Кинза, чеснок и острый зеленый перец. С чесноком справились. Время кинзы. Такой большой, хороший, добрый пучок кинзы нам здесь нужен. Некоторые добавляют сюда петрушку, что тоже вполне релевантно. Для тех, кто вот очень сильно переживает, я мою кинзу. Просто не считаю нужным стоять и показывать вам, как это делается. Такой добрый пучок кинзы у меня есть. Я немного его измельчу вместе со стеблями. В кинзе весь вкус вот именно в тех самых стеблях. Они нежные, они перемалываются тоже очень мелко, легко блендер с ними справляется, ну, в отличие от стеблей петрушки, например. Вот такой пучок кинзы
я сегодня буду использовать. Видите, как много. Опять же, пробуйте, экспериментируйте. Чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше добавляйте, чтобы вам было понятно, какой вкус вам нравится. Мне нужно много кинзы для того, чтобы мне было вкусно. Сюда соль. Немного соли, примерно чайную ложку, наверное, я на эту историю возьму. Острый перец. Острый перец можете взять сушеный, немножко замочить. Можете, вот если у вас есть острая паприка готовая, можете использовать ее. То есть, а можете не использовать вовсе. Я люблю немного добавить острой паприки. Ну вот, где-то так, чайная ложка. Нет, пол чайной ложки без горки, чайная с горкой, чайная ложка практически без горки. Перемалываем. И для того, чтобы легче это все перемалывалось, для того, чтобы получился такой спред, немножко намазка, я добавляю по чуть-чуть оливковое, либо любое другое масло, которое вы любите. Тоже не принципиально. Я немного перемолола и возвращаю сюда перец, который так достаточно хорошо стек. И должна я буду перемолоть это все до состояния пасты. И буду добавлять постепенно масло. Именно масло дает возможность такой гладкой, дает такую гладкую и блестящую структуру этому всему мероприятию. И не забываем периодически помогать блендеру, собирая с краев то, что раскидалось и не попадает под нож. И вот у меня получилась такая баночка и еще немножко. Баночка квадратная, поэтому приходится немного, знаете, помогать ложкой заполнить углы этого всего. Храниться может несколько месяцев в холодильнике такая баночка у вас. Я единственное, что делаю, всегда для того, чтобы лучше хранилось, я беру немного пищевой пленки, буквально небольшой кусочек, чтобы закрыть горлышко этой баночки, либо вощеная бумага тоже неплохо в этой истории играет. То есть, смотрите, вам нужно запечатать ее, чтобы не было доступа воздуха. Поэтому я использую просто пищевую пленку, не задумываясь, вот так вот закрываю плотненько, прямо в контакт. И потом уже сверху закручиваю крышку. До 3 месяцев это в холодильнике стоит. У меня это, ну, такая баночка, наверное, за месяц уйдет. Я небольшой поклонник, но тем не менее предпочитаю, чтобы всегда в холодильнике это было. К мясу, иногда к рыбе, иногда к овощам. То есть, когда захочется чего-то остренького, вкусненького, то, пожалуйста, схук есть. Кстати, я так и не нашла альтернативного названия на русском языке, поэтому прошу вашей помощи. Если вы знаете, как это будет называться по-русски, пишите мне, пожалуйста. Ну, еще раз повторю, что я небольшой любитель таких острых вещей, но, тем не менее, иногда вполне могу себе это позволить. То есть, вот, например, так, на кусочек хлебушка у меня есть помидорки шерри, вот как-то так, и в прикуску это очень даже хорошо. Мягкая такая остренькая паста. Вот она острая, но в то же время очень мягкая. Помидор создает некий баланс. И, в общем, это вкусно. Ешьте с рыбой, с мясом, с овощами, с чем хотите. Дело в том, что на самом деле говорят, что полезно. Острое, может быть, убьем иногда каких-то микробов. Неважно. Готовьте, ищите свои вкусы.
кормите себя, родных, близких, экспериментируйте, и пусть у вас всегда будет хорошее вкусное настроение. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.